Почему пала Великая Османская империя? Гордые янычары с горечью смотрели, как их некогда грозные правители унижаются перед западными королями, а сами они не могут победить ни в одной войне за десяток лет. Казна пустеет, в стране хозяйничают иностранцы. А на востоке уже жадно тянет руки к Кавказу Россия, на юге Англия и Франция. У самого Стамбула накаляется ситуация на Балканах. Что же стало с ней? Почему Великая империя зашаталась? Что такое Османская империя? Османская империя была основана в северо-западном регионе современной Анатолии неким полулегендарным османом, вождем тюркского племени, в конце 1200-х годов. К середине XIV века османы пробились на запад и взяли под контроль Балканы. Всего 100 лет спустя Османская империя смогла свергнуть Восточную Римскую империю, захватить Константинополь, и к XVII веку Османская империя распространилась на районы Западной Азии, Юго-Восточной и Центральной Европы, Северной и Северо-Восточной Африки и Кавказа. В общей сложности Османская империя в своем самом широком охвате занимала 2 миллиона квадратных километров и контролировала население примерно в 15 миллионов человек. Она одна из крупнейших и могущественных империй в истории человечества, которая на пике сил штурмовала Вену и строила крепости в Крыму и на Волге. Когда Османская империя пала? Эта империя просуществовала около 600 лет и начала терять политическую власть и военное преимущество в конце XVIII века. Она дряхлела и угасала. Бесконечная грызня султанов и их детей, архаичное воинство, слепое самодовольство, отрицание технического прогресса. Скоро османы стали напоминать скорее дикарей, чем воинственных жителей империи. К середине XIX века Османская империя осуществила реформу, направленную на модернизацию и секуляризацию в попытке вернуть часть своей утраченной власти и хоть как-то модернизироваться. Эти попытки были в основном безуспешными, и к Первой мировой войне империя была в полном упадке. Во время боев Османская империя сражалась против Великобритании, США, Франции и России. Когда война закончилась, империя была разрушена. Исторические записи указывают, что Османская империя официально закончилась в 1922 году. Как именно рухнула Османская империя? Османская империя начала приходить в упадок в конце XVIII века в результате относительно мирного периода времени, пережитого в середине века. В большинстве политических ситуаций мир является конечной целью. Для Османской империи, однако, это означало, что военные достижения стали менее важными. Началась борьба за трон, строительство величественных зданий, а завоевания Запада и Востока казались делом сложным и не слишком нужным. Это военное пренебрежение позволило соперничающим европейским и российским силам стать более могущественными. Если османам не хотелось уходить из Турции, то Россия и Англия вполне не против были прийти в Турцию сами. Европа и Россия провоцировали войны, в которых многотысячные армии турок были настолько архаичными, что даже платя 5 за одного не могли одержать побед. В результате Османская империя потеряла территорию во время Австро-Турецкой войны и Русско-Турецкой войны. Реформы дали империи последний вздох и контроль над властью провинций, однако она продолжала терять территорию в течение всего XIX века. Кроме того, многие из жителей начали терять идентичность как субъекты Османской империи и начали развивать независимую националистическую идентичность, особенно в регионе Балкан. Это восстание против империи достигло своего апогея во время Сербской революции, которая произошла между 1804 и 1815 годами. Эти шатания всячески поддерживала Россия, как и восстание армян в империи, которые занимали в ней высокое положение. К середине XIX века соседним политическим силам стало ясно, что Османская империя терпит крах. В 1911 году Османская империя потеряла земли греков, уступив их Италии во время Итало-Турецкой войны, за которой последовала потеря всех балканских территорий во время Первой Балканской войны. Да и во время этой войны
Империя столкнулась с восстаниями различных этнических групп, включая курдов, армян и арабов. Кроме того, Кувейт стал независимой страной в результате Англо-Османской конвенции 1913 года. По сути, османов уже просто разрывали на части, соревнуясь, кто ухватит кусок побольше. 29 октября 1914 года Османская империя напала на Россию на берегах Черного моря, фактически вызвав начало Первой мировой войны. В ответ на это нападение Великобритания и Франция объединились с Россией и объявили войну Османской империи. 31 октября 1918 года участвующие правительства подписали перемирие Мудрос, которое прекратило борьбу между империей и союзниками. Этот договор лишь маскировал полный разгром османов. Сами турки впали в национальную депрессию, осознавая, как скатились они на фоне блистательных предков. Это соглашение, однако, не принесло мира в регионе. Британцы сохраняли контроль над Ираком, Сирией и Палестиной, в то время как силы союзников двинулись в Константинополь с намерением принести мир в зону, наполненную насилием. Договор 1920 года официально предоставил контроль над большей частью Ближнего Востока Великобритании и Франции, оставив империю с небольшими территориями в Анатолии. В то же время турецкие националисты завоевывали власть в империи, что привело к турецкой войне за независимость. С окончанием этой войны Османская империя была официально распущена в 1922 году, а вскоре после этого была официально учреждена Турецкая республика. Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Или напишите в комментариях ваше мнение.